Добрый день, 30 июня, собираюсь домой с курсов. Сегодня такой день на чиле, на расслабоне. Ничего не делал, ничего не отправлял никуда. Немного поговорил с Эллой, рассказал там, как у меня дела, что куда отправил, какие отзывы есть. Рассказал ей о том, что, наверное, буду говорить с оператором по поводу курсов на городского логиста. Как-то это правильно. Водитель курьерской машины, или как это можно объяснить. На бусике ездишь, развозишь все. Вот, и там, соответственно, в этом комплексе обучения там, что складская логистика, планы пишешь, в общем, строишь, потом их, как это все развозить и так далее. Ничего суперсложного, но там можно получить права на Б-категорию. То есть, говорю, мне это бы подошло, потому как, во-первых, права получу, чтобы дальше, если что, по своей специфике двигаться, торговые права мне в любом случае нужны. А во-вторых, говорю, там минимальное участие начальства, как бы соприкосновение, то есть ты по сути сам себе предоставлен, тебе дали объем работы и ты его должен выполнить, а планирование маршрута, продвижение по этому маршруту, там какие-то моменты такие ты делаешь сам, и главное, чтобы все было тип-топ, никто над тобой не стоит. Я говорю, так как я привык к самодеятельности, мне этот вариант, я думаю, подойдет. Она, все окей, молодец, продолжай. Вот такие новости по курсам. Я на прогулке послеобеденной. Иду сейчас вдоль озера. Думаю, мысли о карниворе. Все, он не дает мне покоя. Смотрю ролики. YouTube подсовывает. Так, вон оно озеро. Народ катается на лыжах. Да, YouTube подсовывает мне ролики о карниворе, но я с благодарностью принимаю и смотрю их. Интересные мысли возникают. Значит, получается, что... Так, вон кто-то там с собакином уже. Негде и поснимать. Получается, что карниворцы эти в основной массе это бывшие веганы, вегетарианцы, какие-то кето-диетчики и прочее. У меня такое складывается впечатление. Я там глубоко эти все моменты не изучаю, поэтому так говорю на уровне ощущений. То есть то, что вижу, слышу в этих роликах, вот оно складывается у меня в какую-то общую картину, и картина пока выглядит так. То есть всех, кто более-менее практикует этот карнивор, топит за него, пропагандирует, все они бывшие в той или иной степени люди, которые занимались уже каким-то другими планами питания. В основном, я же говорю, веганы, вегетарианцы и так далее. У меня складывается впечатление, что это несерьезно. Скажем так, люди кидаются из крайности в крайность. Что-то тут произошло. Люди кидаются из крайности в крайность и не могут определиться, где же им хорошо. На овощах не очень, теперь они на мясо. Что по мне свидетельствует о том, что вся эта карнивор-диета это из того же разряда, что и веганство. То есть, как я и сказал, крайность. Так, сейчас я заставочку сделаю на сегодня. Так, дальше пойду вот так вот. Не хочется вдоль автобана, там машины гудят. А если тут дорожка, непонятно, что похожее. Так, значит, да, о чем я говорю. Из крайности в крайность все бывшие веганы. Нет, дорожки нету. Или есть. В общем, такая дорожка, по которой давно никто не ходил. А я не особо в ходовой обуви, без штанов и так далее. Тут я клещей точно насобираю. Ё-моё. Ладно, про веганов. Значит, люди бросаются из крайности в крайность. Соответственно, что? Основная масса этих карниворов состоит из людей, которые за любой кипиш, кроме голодовки. То есть склонны что-то делать,
чем-то увлекаться очень быстро, не особо задумываясь и анализируя. Ну, такой я делаю вывод. Потому что они сначала то туда, то сюда. В общем, а такие люди, мне кажется, способны, увлекшись, сами себя убеждать в каких-то супер-мега позитивных результатах и так далее. Тем более, опять же, те, которые популяризируют это и пишут видео, снимают всякий контент. О, вышел на какой-то нормальный путь. Те люди, которые занимаются медийно этим, соответственно, имеют умысел финансовый, осознанно, неосознанно, короче, завязаны в схему продвижения этого движения карниворского. Соответственно, доверия им нету у меня лично. То есть, да, они могут сами себе рассказать, как им хорошо, как у них все прошло, они вылечились от всех болезней, и все супер и так далее. И сами даже могут в это поверить. Не говорю, что они все врут и так далее. Кто-то может, безусловно, приукрашивать, но кто-то в это верит. Хотя этого на самом деле быть не может. Соответственно, не думая, что они все подходили к этому серьезно, осознанно, начинали заходить в эти карниворы, сдав все анализы, проанализировав досконально свое здоровье, как было на момент начала, как потом стало, никто этого ничего не делает. Все едят мясо, что дурные, и рассказывают, как это хорошо. А холестерин, типа, он нам нужен. Поэтому, насмотревшись, мне, конечно, тоже хочется уже заняться этим как можно быстрее. И все мне здесь импонирует. И мясо я люблю, и упрощение готовки. Вот это вот все, ешь одно и то же и не парься. Это прям то, что мне очень хочется. И, в общем, я уже по-всякому там крутил. И как я могу рацион свой составить. И по деньгам, в принципе, это мне выйдет нормально. В общем, меня все устраивает, кроме вот этого аспекта. А что будет с организмом? Надо изучать. Вот, поэтому я пока себя торможу. Ну, как минимум, где-то через месяц у меня должен быть прием у семейника. Я не знаю, будут там анализы крови или нет. Там же мне придется ему сказать, что я статины не принимаю. Попил я там сколько? 1 блистер, 20 или 30 таблеток. И решил, что воздержусь пока что. Ощущения мне не очень нравятся на них, поэтому... Да, там еще вот этот шиполипоз добавил. Я понял, что нужно нормально обследоваться, а потом уже делать какие-то медикаментозные вмешательства, скажем так. Вот. По питанию сейчас у меня вообще такой бардачок, честно говоря. Я сейчас и в еде себя не ограничиваю особо, и жру и сладкого, и молочки, и всего, что хочется, то и ем. Шоколадом объедаюсь. В общем, такое. Сейчас вот за последние пару дней что-то у меня там, наверное, с килограмм добавилось. Не знаю почему, как. Я, в общем, стараюсь это дело не сильно контролировать, ограничивать. Может быть, чувствую перед поездкой с ребенком, типа, что там схудну, в общем, и не парюсь. Ну, не знаю. Либо же я так делаю, потому что я думаю о смене действительно питания вот в плане этого карнивора или чего-то подобного. Но еще другие мысли возникают. Когда я смотрю эти ролики, там же не все как бы такие вот прям ортодоксальные карниворцы, которые едят только сырую говядину и все такое, или там слегка поджаренную. Нет, есть такие, которые там на фарше сидят каком-то, лишь бы, короче, были продукты животного происхождения. Яйца, там, молочку многие топчат, там, курицу, свинину, пофиг. В общем, главное, чтобы этого было большинство. Я вот начинаю вспоминать, как я худал, да, там, 20 килограмм эти свои терял, как это тогда происходило. Я же, по сути, сейчас понимаю, что, возможно, я даже в какой-то кетоз тогда заходил. Потому что я убрал весь хлеб. Не скажу, что его было прям огромное количество на момент начала вот похудания моего тогда, похудения. Вот, но тем не менее, какой-то хлеб был на тот момент, а потом я его убрал почти полностью, там оставил какие-то сухари ржаные, ну такие типа засушенный хлеб, там кусочек как условно один с борщом там или с чем-то. И я добавил мясо, всякие печенки, рыбы добавил, то, чего вообще почти не ел. Ну то есть мясо-то я ел, но как-то хаотично и в разных видах вообще нет. А там я именно поставил его на один прием пищи и в нормальном количестве, там какие-нибудь там 200 грамм говядины. Вот, каждый день я его ел, то есть, ну, и в принципе по энергичности, по своим ощущениям, по
когнитивным, скажем так, способностям, мне тогда все нравилось. У меня там эти книжки саморазвития залетали только так. Ну, это можно еще связать с тем, что я сам просто был в настрое таком тогда, там, сезонно, как-то весеннее-осеннее обострение и так далее. То есть мне, может, это заходило именно с этих причин. А может быть и нет. Может быть, действительно, я там даже в какой-то кетоз умудрился зайти, и это как-то там влияло в хорошую сторону на меня. Вот такая красота. Так, а как бы тут пройти? Не хочет ехать. О, пошел. Пойду сюда, наверное. Да, значит, возможно. Я ел тогда финики, там пяток в день. Ел шоколад очень черный. Это из сладкого я перечисляю, да, что было. И шоколада немного, там буквально дольку с кофе утром. Вот, ничего не поменялось, до сих пор я так делаю. Ну и по сути сладкого тогда я больше не припомню. Иногда там что-то мог там какой-то рогалик затоптать с молоком и так далее. Бывало. Но в целом углеводов, наверное, хотя опять же длинные угли у меня были, каши какие-то. Ну да, не знаю, в общем. Но суть в том, что когда я тогда начал более питаться сбалансированно, добавил всего, чего не было раньше, молочки и вот это вот все, в целом я чувствовал улучшение как бы по всем фронтам. Вес снижался, я энергию ощущал, даже спортом начал заниматься и так далее. Понятно, что это ментальная составляющая там роль сыграла, но в целом, наверное, и питание. Поэтому я сейчас задумываюсь над тем, чтобы при условии, да, там, хороших анализов и грамотной оценки, взвешивания всех рисков и, скажем так, более глубокого изучения этой темы, того же кетоза и прочей фигни, и с холестериновых всех этих движений, там, согласовки, это все с искусственным интеллектом, я думаю, может быть, мне стоит действительно сделать что-то похожее на карнивор, только все равно с каким-то вкраплением длинных углей, потому что кашки мне эти нравятся, все, которые ем, там, гречки, эти чечевицы и там и всякие бурые рисы, все это мне, короче, заходит. И не хочу я от него отказываться сильно. Ну, пока что. Ну, в любом случае, в режиме перехода, по-любому, не представляю, чтобы я ел только мясо целый день и там одни яйца. Может, я к этому и приду, но пока вот хотелось бы сделать это как-то так, мягко, без какого-то насилия сильно над организмом. Но, в общем, я в эту сторону смотрю. 100% это не будут говяжьи стейки, а просто будет нормальное количество жирного мяса, какое мне хочется, и не жирное будет. В общем, я так думаю к этому подойти взвешенно, стараться и чувство меры соблюдать, и как бы все равно сдвинуть баланс в сторону мяса, каких-то жиров, каких-то яиц, всего того, что типа нельзя. И минимизировать действительно эти углеводы до той степени, чтобы попробовать попасть в этот кетоз и посмотреть, что это такое. И может быть, ну, еще раз говорю, перед этим я постараюсь разобраться, как в этом случае будет мой холестерин работать и будет ли какая-то польза этим моим всем полипам и прочим вещам. Вот такие мысли. Ну, короче, та еще секта эти карниворцы. Что тут скажешь? Я только что пообщался с Капроновой головой, с GPT-шкой, рассказал ему вот это свое подозрение на то, что я был в кетозе, когда худал. Рассказал ему, что я приблизительно как кушал, ну и он меня как бы образумил. Говорит, ни в коем случае никаких кетозов там не было и близко. Единственное, что, говорит, ты, скорее всего, настроил метаболическую гибкость. То есть, что я сделал? Я на том своем питании научил организм, или приучил, вернее, организм к тому, что он использовал и из углеводов энергию, глюкозу, и потом из жира добирал остальное, так как углей в целом у меня было не так уж много, и в основном это были длинные углеводы, в основном это было на завтрак какие-то кашки,
То есть организм это все использовал в первой половине дня, плюс у меня я добавлял же физическую активность и плюс небольшой дефицит калорий, и это все работало в совокупности очень круто. Ну, как он расписывает, опять же, этот Japanese GPT, он все там, нифига себе, ты придумал схему, она такая грамотная, как ты достиг этого. Ну, в общем, вот эти все его, короче, залипоны, вот, и, ну, звучит вроде как бы да, но надо как-то перепроверять это дело. Ну, похоже на то, что, получается, я же начал бегать, тогда мне прям захотелось бегать, у меня было дофига энергии, я же как бы у него спрашиваю, а как так, если у меня было мало углеводов, сравнительно мало, да, откуда я брал энергию, почему у меня хватало сил, я чувствовал себя отлично и как бы не парился, при этом худал и все такое. Ну, вот он мне рассказал про эту метаболическую гибкость, говорит, вообще очень классная вещь, нафига тебе тот кетоз, если ты так умеешь делать. В общем, заставил меня задуматься. Короче, такие мысли сегодня, в общем, буду думать дальше за эту кето-диету и что там, карнивор. До завтра.